Здравствуйте, дорогие друзья! Понимаю, что давно не было новых видео. У меня были свои дела, и я вел стрим на Твиче. Если вам интересно, вы можете зайти и подписаться. Сегодня я рад представить вам обзор захватывающей игры Taxi Life A City Driving Simulator, разработанной студией Simtrack. Эта игра вышла 7 марта 2024 года. В ней можно стать таксистом и ездить по городу. В других играх с открытым миром тоже можно попробовать себя в роли таксиста, но таких игр не так много. Может быть, это потому, что сложно сделать такую игру интересной для всех, но авторы Taxi Life решили попробовать. Они предложили нам стать таксистом в Барселоне, одной из больших городов Европы. В Барселоне всегда много людей, все куда-то спешат. Наша задача — помогать им добраться до нужного места. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Разработчики сделали в игре Taxi Alive. Барселона такой же, как и в реальности. Я не был в Барселоне, но посмотрел на нее с помощью карт Google. В игре есть триумфальная арка, дворец Гуэль и канатная дорога. Улицы и дороги нарисованы по-другому, но в некоторых местах они похожи на настоящие. Рядом со старым памятником мэру Барселоны есть стоянка велосипедов. В игре она такая же, как в жизни. Достопримечательности в игре можно собирать как коллекцию. Они отмечены на карте. Когда вы с ними взаимодействуете, то узнаете небольшие истории. Мы играем за таксиста, который только что научился водить. На карте есть много зеленых человечков. Те люди, которым нужно такси. Заказы разные, простые, долгие и с разной оплатой. Но сначала можно брать все подряд. Нельзя просто ездить по городу и подбирать кого хочешь. Сначала нужно выбрать клиента на карте. Хорошо, что после поездки игра сама предлагает выбрать следующего клиента. Когда в машине никого нет, можно вести себя на дороге как угодно. Проезжать на красный свет, выезжать на встречную полосу, врезаться в другие автомобили и так далее. Если поблизости окажется полицейская машина и заметите нарушение, вам автоматически выпишут штраф. Но размер штрафа настолько невелик, о чем не стоит беспокоиться. Даже если вы наехали на пешехода, штраф стоит всего лишь 100 евро. Это небольшая сумма, которую можно легко пережить. А в следующий раз покрыть все, вернувшись на дорогу. Когда в машине есть пассажир, это важно. Клиент замечает все ваши ошибки. От того, как вы водите, зависит, насколько он будет доволен. Если вы просто стоите на пешеходном переходе, пассажир расстроится. Если вы столкнетесь с другой машиной, пассажиру это не понравится. А если вы собьете пешехода, поездка сразу закончится. От того, как вы водите, зависит не только то, доедете вы до места или нет, но и то, сколько вы получите чаевых. Если вы водите аккуратно, вы получаете бонусные очки опыта. Ради них вы стараетесь не превышать скорость. Иногда пассажиры ведут себя по-разному. Например, один ворчливый дедушка заметил жука на лобовом стекле и попросил убрать его дворниками. Или женщина сказала, что радио слишком громкое. А некоторые пассажиры вообще просили выключить радио. Но чаще всего пассажиры просто хотят поговорить. Они спрашивают, нравится ли моя работа и нравится ли мне город. Можно отвечать вежливо, а можно и грубо. Но мне показалось это странным. Может быть, это полезно, если ты хочешь быть грубым водителем, но лучше отвечать вежливо и получать за это опыт, особенно в начале игры. Не все пассажиры капризные, и не всегда нужно соблюдать правила на дороге. Но если вести себя вежливо и аккуратно, можно заработать больше денег и опыта. Сначала хотелось гонять быстро, как в GTA, но потом я понял, что лучше поставить в пробке лишнюю минуту или ехать медленно в узких переулках. Иногда пешеходы не смотрят, куда идут, или другая машина врезается сзади. Это неприятно, но не расстраивает клиентов. А вот если из-за того столкновения вы что-нибудь врежетесь, клиент может расстроиться. Не стоит портить машину, потому что пассажирам важен внешний вид. От этого зависит размер чаевых. В Барселоне есть много гаражей, где можно починить машину. Там можно забрать бак, починить детали и делать машину красивой. Если у вас есть деньги, вы можете поменять спойлер, знать такси, добавить подсветку или перекрасить машину. Также можно поменять обливку салона, украсить рычаг КПП, поставить фигурку на приборную доску. Но не получится сделать машину такой, как вы хотите. В гараже можно не только работать, но и выполнять разные задания. Ты общаешься с заказчиком, ищешь интересные места,
За это ты получаешь опыт и специальные очки. Эти очки можно потратить на улучшение машины. С помощью этих улучшений ты сможешь меньше тратить бензин, реже мыть машину, получать больше денег за задания и не получать штрафы. Один из улучшений дает больше опыта за интересные места. Советую открыть его первым. Со временем гараж становится вашей небольшой компанией. Когда вы покупаете вторую машину, появляется меню управления. Вы в нем нанимаете водителей, распределяете их по машинам и указываете, где и когда они должны работать. У каждого водителя есть свои особенности. Кто-то работает дольше, но тратит больше топлива или врезается и тратит деньги на ремонт. Это не очень сложная часть игры, это просто способ заработать на новые машины и улучшить их. Вот и все Taxi Life. Кому-то может показаться, что в игре мало интересного. Нельзя изменить свой автомобиль, построить свою собственную компанию такси не так увлекательно, как в других играх. Все поездки похожи друг на друга, только некоторые занимают больше времени. Может быть, в игре не хватает чего-то еще, но она все равно старается быть похожей на настоящую жизнь, а не на игру Crazy Taxi. В игре нужно развозить пассажиров, зарабатывать деньги, тратить их на ремонт машины и бензин. Со временем можно купить новые машины и украсить их. А теперь давайте перейдем к плюсам и минусам самой игры. Из плюсов это классический симулятор таксиста с бесконечным количеством специальных клиентов, красивая Барселона в воссозданном масштабе 1.1, система прогресс побуждает завершать поездки без нарушений ПДД. А если минусы, то пешеходы иногда тупят, а другие водители врезаются без причины. Те, кому хочется чего-то помимо бесконечного развоза клиентов, будут разочарованы не самым разнообразным геймплеем. Вот и все, дорогие друзья. Наш ролик подошел к концу. Я хочу поблагодарить вас за то, что досмотрели его до конца. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Кроме того, у меня есть телеграм-канал и сообщество ВКонтакте, на которое вы тоже можете подписаться. Желаю вам удачи и до скорой встречи в следующих роликах. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this